профессиональный садовод, он химию-то знает, агрономическую, он знает, чем подкормить. Это ты просто уже к забору приварил, к готовому, правильно? К столбам, которые должны были быть, не трещит, грызут. Грызу? Нет, просто сказал трещит. Все, я... Не растет ничего. Я опрыскивал в апреле месяц. Все всходы сорняков, создается почвенный экран, сходят и гибнут. Целый ряд шардоне вот это, да? Здесь будет рислинг, здесь будет мерло. Брызги шампан, ничего себе, с него прям сок течет. Да, очень сочное яблоко. Если делать сок... Красивые, слушай, яблоки. Да, Прям. да. Я в следующем году весной вырежу вот здесь, чтобы она мне пустила новую ветку. Ух ты, ух ты, ух ты. Это вот то, что ты Ежегодно она то самое. выворачивает. Но я уже взял металлический штырь. Сколько ему лет вообще? Лет 60. Ой, ни хрена себе деревце, да? Оно древнее просто, это столетний дуб, можно сказать. Вон яблочки лежат. Уже как белый налив прямо такой весь. Жвачкой Макдональдс с детства пахнет. Бубльгум. Однолетнего прироста. Вот пацаны по 2 метра у нас. Говорят, самая вкусная груша. Но размер у нее очень вкусный. Всем привет, мы в Самохваловичах. Вот заехали в гости к Сергею Таргонскому. Сейчас он нам проведет экскурсию. Вот такой домик. Вот так скромно живут садоводы наши. Все так очень скромно, я бы сказал. Все ухожено. Смотрите, какая красота. Хорошее решение. Так, я все пропустил. Что это? Это Юпитер. Это первая сигналка, первый год в этом году. А сколько кусту? Второй год. Второй год. Да. Слушай, Можно для смотреть. второго года, я тебе хочу сказать, неплохо. Вот да, это человек прошлогоднее. это профессиональный садовод, он химию-то знает, агрономическую, он знает, чем подкормить. Шпалера, то есть много не заняло. Столбы все равно делались, только я не нахлест сделал профнастил, а видишь, стык. Ну, вообще, Это ты просто уже к забору приварил, к готовому, правильно? К столбам, которые должны были быть за забором у соседа, видны, сделали встык. Угу, все Сюда понятно. приварили и наварили эти Ну, самые такое интересное багажи. решение. Ну, по металлу я скажу недешево. Проволочка такая. Это проволока или трубка? Это Нижняя. катанка, металл. Зато через нее укрываться удобно очень. Ну да, в этом плане Всё, да. я потом его укладываю, на это перекидываю, все. И укрытие сразу готово. Ну, это очень практичный вариант. Ну, это я же поменял. То, И что вот весь такой ряд. 342 посадил сначала, выкинул уже тут, славу Украине, приму Украине посадил. А это уже все двухлетки. Это 342 почему выкинул? потому что простой он мне показался. Ну, урожай он дал, тебе просто не понравился, да? Все ясно. Это велес, да. Трещит, не знаю, что будет с него. Докушивают осы, им очень вкусно. Да, то есть он, если так брать, то он... Подожди, а дождей же не было особо, что трещит? Не трещит, грызут. Грызу? осы. Нет, И ты просто сразу сказал же трещит. начинает- Все, я... Не-не-не. Надо было в мешочке прятать это, да? Не было мешочка, спросил у А. Чайковского, нету. На Валберисе На нету Валберисе. уже, то есть такой уже И на Валбрисе нет? Я заходил, вроде... уже нет наличия. Все ясно. Не Сезон первый закрыт. урожай, поэтому пускай едят. Я попробовал, что такое, поэтому мне Ну, по вкусу зашло? зреет неравномерно, поэтому не знаю, как то ли выборочно потом его щипать, то ли это первые грозди плодоношения. Ну, потом надо выше поднимать, чтобы они лежали на земле. Я так понимаю, ты не очень им все-таки доволен, да? Есть мысли его корчинуть или нет? Пока нет. Пока нет. Кстати, это самое, винограда ряда. Смотрите, полоса. Не растет ничего. Я опрыскивал в апреле месяце. С апреля месяца не растет ничего. И Опрыскивал полоть не чем? надо, ничего. Гербицид. Специальный Я гербицид думал, есть. мульча. Нет, это у меня была трава, выросла вот такая была, да? Вот, видишь, я обработал. Это, наверное, фюзела, да? Для... Не, фюзелат же... Фюзелат дает на виноград сильно. Нет, нормально. Фюзелат обработай, он через какое-то время все равно пройдет. Да, пройдет. А здесь препарат. Все всходы сорняков, создается почвенный экран, сходят и гибнут, сходят и Я гибнут. смотрю на виноград. Так не хорошо, дал. на лозу никак это не отразилось? Посмотри. Ну, не дал. А как ты укрывал или как ты ее отдельно? Все Целлофаном? открыто, просто опрыскал. Когда я опрыскал, ставил картонку там за ним. Ну ты же гербицидником, да, с этим самым? Ну, Нет, нет? обычный, Обычно? Просто Хорошо, попадало на лозу или нет? Конечно, Не нет. попадал. не попадал.
Если Ясно. попало, то уже попало. Это Не было. гербицид пекана, то есть его в промышленности не купить. Ну, то есть в промышленности Мгм. используют. Ну, может быть, любительском. у Чайковского есть. Мгм. Если дозировку дать нормальную, 3 года вообще расти не будет ничего. 3 года. Короче, это если полностью избавиться от сорняков, то... Да. Это 3 что? года. Это орхидея. Кто? Орхидея. Был урожай, нет? Нет, Что-то нет, из старого. Это повыбивало морозом Мгм. цветочное, поэтому они не отбили ничего. И многих кустов. Ну, лозы мощные, хорошие, кстати. Пристеночек нормально. Пристенок работает, да? Да, это блестящий. Блестящий? Тоже не было? Нет, ну все выбило. А как насчет лозы у блестящего? Не ломается при укрытии? Я же в прошлом году у меня был дубчик. Это второй год только. У меня был дубчик, он не вызрел, и вот пошло с корня отбило. У меня очень, короче, долго шел, потом начал его ломать, крутить от малейшего прикосновения, я его кручинул. Дождался сигналочки и все. Красотка. Погрызли осы, но в целом не трещит у меня. Ягода, видишь, какая. Ага. Так надо было снимать уже самому съедать, не дожидаться ос. Ем потихоньку. Потихоньку ешь. Так, а это что у нас? Это орхидея. Орхидея. Там было Что это? орхидея. Я думал, один такой же. Там было у меня... Который Виагра. Она еще не готова, она чуть кисловатая еще. Ну, чуть позже. Ну смотри, здесь, За что ее так здесь, назвали? здесь хорошее опыление, то есть грозди полные. Угу. У меня на песке, А, то без- есть вот в чем без разница горошения, да? суглинка, да, и песка. У меня на песке опыление никакое, поэтому я у себя убрал, а Ага. на суглинках, пожалуйста. Здесь хорошо пошло. Царица Болгарии. Маткин давал сорт, Угу. то есть саженец. В прошлом году не созрела лоза. Ну, холодно было. В этом Ну году, сейчас вроде идет процесс. да. Как оно дальше пойдет, я не знаю, но ягода красивая, она такая янтарная, по-моему, оранжевого цвета, поэтому посмотрим, как она у меня пойдет. Забава, кстати, уже было плодоношение, я уже съел. Рано созрела, да? Забава, да, я уже ее... Забава черная лора. У вас я Нет, достойно. Я Да. Когда у меня не было, попробовал в этом году у Александра Карась в участке. Ты знаешь, мне понравилось. Свой хороший вкус, особенный вкус какой-то, да? Большая нагрузка, то есть, ну не знаю, кого он смотрит, в зависимости от почвы, ну за счет. Вот меня здесь черная глина. забава, да? Достойно Мне форма. понравилось тоже. Надо брать. Это дива. Нет, дива был. Ну нормальные такие, слушай, жирующие лозянячки, Потому да, что нет поджаровывать. ничего, нету. Мгм. Нет нагрузки. А это? Это дива. Дива. Да, дива. Кстати, осы не едят так, не знаю почему. Осы его не грызут, как и Юпитер. Ну, осы не все едят, но они очень разборчивые, кстати. Ну, в общем, и там еще куча всяких, и все разные сорта у тебя там, да? А здесь это у меня поле, это будет все технари. А какие технари? Так, сходу пару названий. Целый ряд шардоне вот это, да? Здесь будет рислинг, здесь будет мерло, здесь будет, возможно, и каберне савиньон. То есть это для технарей построится специальная теплица. Для ренифера. Да, для Большая? именно винифера будет. Вот оттуда, ну и вот захватывать. Здесь на 6 рядов. 7 метров, да, и больше. Какие сорта? Сортов у меня много, сортов больше 20. Это груши, да? Это все А, яблоки. яблоки. Здесь яблоки. первые 2 ряда яблок, потом ряд груш идет, потом ряд косточек, вот там еще раз яблоки. Ну вот, например, целесток, что пробовал. Кстати, можете сорвать яблоко, оно уже съедобное. Из летних, наверное, это мой любимый сорт. Летняя? Летнее яблоко, оно уже готово в конце. Можно? Да, можно. Как называется? Целеста? Целеста, да. Сколько всего деревьев? Э, Здесь 40. тоже. Сколько? 40. Офигеть, это яблони только. Это не все. А, все. Все. А груш сколько? Из Груш них? 9 сортов. Я придержусь. Понял. Это. Ну, вообще, ты больше как-то по яблоням, по грушам всегда был, да? Да, ну в основном яблони. Ты же обучался этому Яблони. в Самохваловическом институте, да? Или какой он Ну, там? работала, там не учился, там аспирантура была и А, работала. ясно. Там, ну, диссертация. В общем, все сознанием дела, не просто так. Да. Ну вот смотри, если правильно обрезки делать, в основном 54-118, в основном.
Есть, есть чуть другие разные, но в Ну, я основном вижу, это. прет как бы так. Это 54-ка, да? Да. Обязательно требует опоры такой. Это типа обрезки веретено. На 54-ке. А, опору вижу. Вон. Ну, она, видишь, Я наоборот 54-ку люблю, потому что, ну, как бы, ну, в таких садах своих домашних, как бы, без опоры посадил и посадил. смотри, если, Ну, не клонится, не падает. если, если делать разреженную ярусную крону, М. то оно постепенно утолщается ствол, и она будет стоять. А я же выгоняю сразу в первые 2-3 года трехметровый тот самый центральный проводник, да. И если без опоры, оно в любом случае Оно будет за счет отклоняться. высоты Да, и да, нагрузка да. большая. И он Как только яблоко наверху завязалось, сразу Всё. же Ну центральный проводник ушел. А нам главное держать центральный проводник по оси. Мы знаем просто, когда у нас при веретене центральный проводник отклоняется от оси, он перестает расти. Вверх он расти не будет. Брызги шампан. Ничего себе, с него прям сок течет. Да, очень сочное яблоко. Если делать сок на сидр, Давай, буду либо пробовать. шарлотка, она просто шикарный сок. Сочный. Вкусный. Ну, хорошее яблоко. Надо, ну, надо У меня будет про него другой подумать, яблоко. когда-нибудь веточку сделать. Для летнего. Пошли. Ну и самое интересное, что для меня интересно, летняя, которая хранится. Это, ну, вообще, летняя, которая хранится. Это А чудо. вот смотри, что я, если не нравится мне сорт, что я сделал, это прививка Вон нового прививки сорта. у тебя. Да, это получается А пошла что это прививка. Red, да, или что? Red, да. Два сорта яблок, чемпион. Я срезаю центральный проводник и делаю потом из прививки новый центральный У тебя проводник. и проводник, и новые Да. суки здесь Вот сделаны. А что за яблочко? это Red Delicious. Вот очень красивое Красивое яблоко, оно потом становится просто бордовое. Вот оно вкусное. Ну, у Да. тебя повреждений по нему нету, я смотрю. По Red. Смотри, Ну. это второй год прививки. Ну вот, от меня солнца яблок с этой стороны, хватает. как бы, Не, не, зимненько отсюда печет, как бы. Было у меня, видишь, Олеся. Шикарная, другая кстати, прививка, да? яблоко. Я люблю Мне Олесю. две Олеси. Я А, у тебя просто две вот Олеси. Олесю одну оставляю. Я сейчас, А это привет. Я сейчас восстановил Олесю, у меня погибла. я восстановил. Кстати, Это очень условие. интересный сорт. Это просто условие. Red Prince тоже. Такие яблоки. Красивые, слушай, яблоки. Прям Да, да. Они, товарные. что мне нравится, все ровные всегда. Ну, только оно это видно, мелочь. вот они все. один в один Да, прямо, вот да. эта плодожорка покусала, поэтому. Слушай, а сколько ты ходил с этим, с калибратором? Сколько тут получается? Здесь восьмерка. Восьмерку уже, да? Да, это восьмерка. Ну, причем в прошлом году было оно перегружено. Ну, самая маленькая семерка гарантирует. Да. Оно, смотри, все настолько красивое, оно настолько выровнено. Это еще, Ну, оно я еще смотрю, красивее. перегруженная, но прирост его Да. 30. Надо к блин, тебе приехать будет на обрезку. Это обрезка. Я понимаю, обрезанная, но был прирост. Упал, Конечно. получается, но ничего. Вот у меня вот так вот свисают Мгм, ветви, мгм, а взвешено яблоко. мгм. Что сделать, как исправить, чтобы все-таки оно не вниз, эти косы яблочные свисали, а уже Сейчас объясню. шло, росло, как должно быть. Смотри, Объясни. у нас примерно вырастает ветка, однолетний побег, может вырасти 50 сантиметров за год, да? Что основная ошибка? Мы оставляем, ждем, потом второй год растет еще примерно 30 сантиметров. Удлиняется. И уже получается здесь идет нагрузка, и оно яблоки тянет. Чтобы такого не было, у нас выросла ветка однолетняя. Мы примерно 30 сантиметров, 20 оставили, Большая часть. чикнули, Мгм. и получается пошел второй год расти. Видишь, я опять обрезал сколько? 20 сантиметров оставил. А тут даже меньше. Да, даже меньше. Урожай заложится уже, если бы ты не обрезал бы здесь Мгм. и потянул бы наверх. Мгм. А сейчас урожай у меня в следующем году на этой ветке будет. Вот здесь. И он как бы не тянул, она никак не... А здесь однолетний прирост не будет урожая никогда. Хорошо, так в Я моем вот случае- теперь однолетний прирост опять срежу примерно, да? И она будет упругая. Она полносит. И Эта ветка утолщаться будет, да? утолщится. Уже она мне не надо, отработала. Я срезаю на пенек сантиметров 6-7 здесь и выгоняю новую ветку. Мгм. И по опять, кругу. и опять это Получается, самое. придется зарезать. Обязательно. Вот смотри, у меня в прошлом году здесь был урожай. Видишь, Да, как вот она у меня вообще нагнулась? наклонены, у меня усыпано яблоками, вкусными, сладкими, Я да. еще оставил, Все висит чуть ли не до земли. оставил, думала она заплодоносить в этом году, но под мороз попали, кое-какие почки повыбивались. Я в следующем году весной выражу вот здесь, чтобы она мне пустила новую ветку. Грецкий орех подмерз в этом году, без урожая. Это каберне кортис я высадил здесь. Ага, кортис. Здесь шпалера на следующий год будет. Почему лежит? А Просто это лежит
регент, я его вот отсюда убирать. А, Поэтому ясно. здесь регент рос. Мгм. Я решил, А, рядышком просто посадил. да, чтобы был кортис тут только, а регент я отсюда уберу. Мгм. Сила тяжести. Это я ставил Marshall Force Marshall Force, да, для этого самого, назвал, если что, я на него для массовости. Мгм. Кусты, возможно, Не, но одного маловато. Маршал Фош. Если уже его оставлять, то все-таки надо Я ему место больше кустов оставил. несколько. Я его перегружу чуть-чуть. Я понял. Может быть, Можно для промашку массы. сказать. Одного маловато, а опять много. Ух ты, ух ты, ух Это ты. вот то, что ты Ежегодно она то самое. выворачивает. Но я уже взял металлический штырь сюда вобью и ее вытяну, потому что вбил кол деревянный, не выдерживает. Надо вытягивать его. Я трубы вбиваю, не так, чуть дальше и тоже так. Да, я вобью сейчас. Потому что в рычаг больше надо. Тут Это ты, если- Глостер, тоже всегда каждый год дает. О, вот Глостер. Давай с тобой про Глостер Давай. поговорим. В этом Так, яблонька белорусская сладкая. Вторая Смотрите, ветка. какой Ты урожай у понял? нее. И точно так же свисает. То есть берем, чик, переводим. Это привитая, да? Нет, прививку. вопрос. А ты его специально так гонишь, почти как, ну, как колонка? Как тополь. Специально. Я просто делаю чуть шире. Не, я специально. Ну, у меня расстояние такое же, но я их кроны у меня. Это тоже оно, да? Да, это тоже оно, два дерева. Ну, Я это его цвет еще не набрал, перепривил уже. Да, И цвет не набрал. и Блин, не ничего себе колокольня. набрал. И это набрал. это не нормировано. Потому что я вижу, капец. что плод меньше, чем дома. Дело в том, что я их постоянно нагружаю. Они мне плодоносят так каждый год. Каждый год. Я уже думаю, что отдохните они, каждый год они прут. Не, Я ну уже, белорусская сладкая классно. ну, они Вяжешь. хорошо плодоносят, смотри, на коротких побегах. Я специально длинные все вот эти вот длинный побег, я его срежу практически весь. Оставлю вот этот. Тут Головка дети в тебя не футбол будет? бегают, у меня тут гости ходят. Я специально садил по такой разреженной схеме, чтобы это не был не только сад, это было место отдыха и прогулок. У меня было 14 таких деревьев. Это ряды туда. Слушай, какой обхват у него. Это сколько ему лет Это вообще? лет 60 ему, наверное. Ой, ни хрена себе деревце, да? Оно древнее просто. Это столетний дуб, можно сказать. Вон яблочки лежат. Она очень теплая, вкус меняется. Это Олег, нам Короче, неизвестный сорт, да? попробовать дернуть. Очень хороший получается с него сидр. Это яблоко просто хорошее. Но название ты его не знаешь, да? Холодная. Участок был куплен уже вместе с этим. 14 деревьев яблок у меня было, я одно оставил для тени. Да, колокольня серьезная. В таком размере, Вот да? смотри, вот это было ряды колхозного сада. Ага. Оно было в таком состоянии, как вот то. Это я его обрезал, облагородил. Но обратите внимание, Вкус кто очень такой освежающий, занимается прикольный. черешней или вишней, Ну, у меня есть. Какой-то старинный сорт явно, да? нету. Урожай я собрал где-то в июле месяце, да? Даже в конце июня. И после этого была только одна обработка. То есть я их больше не обрабатывал. Это Gold Millennium. Ух ты. Осенний сорт чешский сорт. Gold Слушай, Millennium. как белый налив прямо такой Да, весь. но осеннее, оно сейчас сладкого где-то, такая сочного будет консистенция. Олег, иди режь еще одно яблоко. А, так оно уже типа готово? Оно готово, оно осеннее. Это сегодня у нас какое сентября? Сегодня 8 сентября. 8. Это потому что теплое лето было? Оно всегда, Или всегда к этому сроку созревает. Оно как брызгает оно? очень вкусное яблоко, М. сладкое. Слушай, у него, по-моему, от белого налива что-то есть, да? Нет, В аромате. родителей ничего нет. белого налива. Я имею в виду такое послевкусие очень похоже. Жвачкой Макдональдс с детства пахнет. Бубльгум. Вкусно. Реально вкусно. Антоновка, но это не то. Это уже именно сочное, вкусное яблоко. Оно чуть-чуть еще, когда повисит, Ни оно пятнышко, сладости- ни сладости болезни, убирает. ничего вообще. Все чистенько. Как зовут, скажи, пожалуйста. Gold Millennium. Ну если ты эту грушу не узнаешь, ну заем. Ну или просто Мария. Ну вот. Это просто Просто Мария, я ни с чем не спутаю. Какие бомбочки. Не-не-не, а Послушай, лампочка такая улагодная. Да. А вот смотри, да пошел на летний Вот прирост. и видите, тут сниму, более-менее. Оно же или нет? Да, это два одинаковых. Ну, ее только Бомбы сейчас. здоровые такие. Вот так просто пропустил. Пошло. Красивая. Красивая груша. И, кстати, вкусная очень. Вот обломали веточку такую, ни много ни мало. Вот такая Однолетнего прироста. однолетнего прироста. Вот пацаны по 2 метра у нас. Вот примерно так. Ну, она немножко вас обогнала. Да, Не, гнилую нельзя, бери целую. Олег сегодня на раздаче, на разрезке. на семеном, да? Я так понимаю. Вот, без пальцев так останешься, да. Нам закусывать. У меня есть чем закусить. из фруктов. Хрустящая, сочная такая. Слушай, нас снимают. Что ты? Давай мне сразу, давай мне, я сразу буду.
А инфекция? Пускай знают, что Смотреть видео и шо. Груши раковыми Он еще не готов. болезнями не болеют наши животные. это еще А ей по мне уже повезет. вкусно. Не, понятно, что когда он совсем там начнет с Она него не прям очень течь. ранняя, ей повезет, но когда она Сахар вот- уже есть? Да. Сахар есть, но а ей еще чуть надо летать. У меня такие 2 груши есть. Ну потом она как этот, как персик начнет прям с нее сок течь. Она вообще но если она перезревает, опять же не очень. Но вот ей чуть-чуть. Так, на яблоко похоже. Десертная, как называется? Рассашанская. Рассашанская. Ее в этом году Говорят, самая вкусная груша. Она уже готова или Но размер у нее очень вкусный. Ну что, заканчиваем экскурсию. Тут еще 80 сортов роз у нас. В общем, очень красивый участок. Конечно, все с сознанием дела и все с любовью сделано. Сюда я через нее. Прямо, я бы сказал, завидно. Белой завистью. Спасибо Сергею Таргонскому за экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Пишите в комментариях, как вам экскурсия, понравилась или нет. Пока.